Сегодня у нас в гостях уникальная девушка-разработчик из Казахстана Беназир Толеубекова. Она первая девушка из Казахстана, которой удалось пройти сертификацию для преподавателей программирования от Apple. Она в 22 года успела поработать с самыми крупными компаниями не только в Казахстане, но и за его пределами. Она уже разработала более 20 мобильных приложений, многими из которых мы пользуемся ежедневно. Более того, она окончила Пекинский университет технологий, участвовала в более чем 80 хакатонах и даже сама организовала JAS-хакатон. Хакатон — это форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения все вместе решают какую-то проблему на время. Ну а сейчас наша Беназир является молодой предпринимательницей в сфере IT, и она удивительный представитель нашей современной молодежи. Поэтому я очень хочу вас с ней познакомить, чтобы вы тоже понимали, чем же дышит сегодняшняя прогрессивная молодежь и почему можно быть более-менее спокойным за будущее нашей цивилизации. Не забудьте поделиться этим видео с вашими родственниками и друзьями, и я уверен, что им тоже будет очень интересно посмотреть. Ну и, конечно, буду рад видеть ваши лайки и комментарии. И желаю вам всем приятного просмотра. Беназир, қалайсыз? Жақсы, Иван, сіз қалайсыз? Мен кереметпін. Особенно, когда такие молодые, талантливые гости к нам приходят. Я вообще, когда про вас прочитал, я прям удивился, что за такое невероятное фантастическое поколение молодое в Казахстане растет, везде преуспевает. И вот вы первая в Казахстане девушка, которая разработчица, сертифицированная Apple, правильно? Все верно. Расскажите о себе. Меня зовут Беназир, мне 22 года. И в 21 год я получила сертификацию Apple, стала самой молодой в мире и первой казахстанкой. Я сама iOS-разработчик, мобильный разработчик и по совместительству еще IT-предприниматель. Я из города Алматы, но мое сердце, оно в Семипалатинске, откуда родом мои корни. Получается, вы переехали из Семея, родились там, Родилась здесь. Родились здесь, да. Но ваши родители? Все предки, да, у меня тут, да. А кто ваши родители, интересно? Мои родители самые прекрасные люди на свете. Я им очень благодарна. Они как раз-таки те, кто в меня всегда верили. Мой папа, он такой прям казахский мужчина, который опора. Он всегда говорил, что не существует слова «не могу», есть «не хочу», либо «еще не умею». Все правильно, да. Вот. Моя мама — это моя поддержка, она вообще лучше любого чирлидера, знаете, вот эти команды, которые поддержки, она всех может заменить в одном лице. Она очень мягкая женщина, но для нее всегда было важно наше образование, у меня еще есть сестра и братишка, и чтобы мы были человечными. Вот две вещи, о которых она всегда говорила. А по профессии кто ваши родители? У меня папа инженер, а мама у меня журналист. Наверное, поэтому, да, вот у вас склонность именно к техническим, да, это же технически. Вообще, да. А можете рассказать вот для тех, как, например, для меня, я не сильно разбираюсь, вот, ну, примерно знаю что-то там в технике, но вот что это такое вообще быть разработчиком приложений? Это когда я только-только начинала быть мобильным разработчиком, в Казахстане только начала появляться эта профессия, тогда только начались быть стажировки, я училась просто в Китае. Я поступила после 11 класса в 15 лет в университет, и там началось мое... Подождите, вы не сдавали ЕНТ, получается? Сдавала. Это смешная история. Мои родители до последнего думали, что я буду оставаться в Казахстане. Все учителя так тоже думали. Я сдавала ЕНТ, отлично его сдала, поступила здесь на грант. Все думали, ну, здесь будет айтишником. Все это время параллельно я подавалась в разные страны и искала грант для себя, чтобы уехать. И получила полный грант в Китае, в Пекине, оплачиваемый. И просто пришла к родителям постфактум, сказала, я уезжаю. И за что я им очень благодарна, папа сказал, я даю тебе свое благословение. И вот так. Акжол, да? Да. Айналайн. И пошла, да? Да. И получается, вот мобильное приложение, что это такое? Это вот то, что мы каждый день пользуемся, мобильное приложение. Конечно, да. YouTube, Instagram, да? Это да. все мобильное приложение. Вы, получается, делаете вот такие вот для наших телефонов? Да. Вау, я прочитал, что вы уже больше 20 сделали. Да, все верно. Если вы каждый день пользуетесь своим айфоном, и вы пользуетесь банковскими услугами, такси, заказом еды, и если вы еще авиаперелеты регистрировались на рейсы, то 99,9%, что я как разработчик приложила к этому руку. Серьезно? Это фантастика. Да. Значит так, тогда я перечисляю. Авиасейлс, да?
Здесь должна быть реклама. Ну, круто. Авиасейлс, поиск дешевых авиабилетов. Мой любимый, кстати. Друзья, сейчас сезон отпусков, поэтому если вдруг вы задумались о путешествии, используйте поиск дешевых авиабилетов Aviasales KZ. В нем вы легко найдете самые лучшие цены за считанные секунды. Получается, вот эти вот самые крупные компании, вам 21 год, вы уже со всеми этими компаниями поработали? На казахстанском рынке, да. С теми, которые можете говорить, и теми, которые не можете? Да. Я работала как и в международных компаниях, так и в здешних. В принципе, я начинала работать с 17 лет, поэтому. Вау, это фантастика, конечно. А сейчас над чем работаете? Что-то свое готовите или какое-то, может быть, интересное приложение? Да, все верно. Я занимаюсь сейчас IT-предпринимательством. Главный мой проект, в который я сейчас как раз-таки вкладываюсь и в разработке полностью там, искусственный интеллект по подбору правильной уходовой косметики. Этот искусственный интеллект полностью написанный нами, с нуля, то есть это не какой-то open source использованный, нет. И это все будет в приложении, плюс еще и marketplace, потому что я как девушка, я столкнулась с такой проблемой, что из-за того, что с Китая везут очень много всяких подделок, очень много на маркетплейсах разных продаются они, и это чревато плохими последствиями, это же все-таки кожа. И это такая моя была боль, которую я как раз-таки решила закрыть через Marketplace, в котором будет только оригинал. То есть у нас выставляются оригинальные дистрибьюторы, которые проходят проверку. Мы ее тоже автоматизировали, и через нас они продают, и клиент может быть уверен, что это 100% оригинал. Это уже работает сейчас? На данный момент, да. У нас как веб-сайт, и в скором времени уже будет пивот с приложением. Вообще, меня всегда интересует, вот почему в Казахстане сейчас идет успех по всем самым разным направлениям. И особенно есть успехи у молодежи. Вы представитель такой молодежи, потому что это же фантастика, 21 год, и уже поработать с такими крупными компаниями, быть сертифицированным разработчиком Apple. Кстати, чтобы понимали, да, давайте расскажем, что такое стать сертифицированным разработчиком Apple. Да. Хороший вопрос. Чтобы стать сертифицированным, нужно пройти экзамен. Как проходит этот экзамен? Изначально нужно зарегистрироваться на веб-сайте, сказать, что да, у меня есть коммерческий опыт разработки, что да, я могу это делать, пройти определенные тесты. Потом тебя приглашают на уже экзамен, который идет 4 дня подряд. Это с представителями как раз-таки компании, которые проверяют, насколько ты понимаешь материал, вообще, насколько ты нормальный человек. Вот. И после этих 4 дней сертификат выдается. Вот. Ну, получается, кроме вас, пока никто не справился из Казахстана? Нет, кроме меня еще есть, да. Есть? 7 человек есть, но девушка пока... А девушка вы первая? Да. Все, это серьезно. Представляете, друзья, 7 человек всего из Казахстана, кто смог стать сертифицированным разработчиком. Это очень серьезно. Так вот, давайте к теме талантливой молодежи. Что это такое? Что вами движет? Почему вы так стремительно идете вперед? Я в вашем возрасте, мне надо было обязательно, чтобы меня кто-то подгонял, постоянно заставлял что-то делать. То есть я ленился и ничего не хотел делать. А что вами движет? Мир такой большой, мне кажется, его невозможно объять. То есть столько возможностей, каждый день открываются. Здесь, наверное, чуть-чуть расскажу. Прошлый год, как раз-таки так как у меня была удаленная работа, и у меня была такая возможность, я жила каждый месяц по 2 недели в разных странах. И я поняла, когда начала путешествовать, когда начала знакомиться тоже с другими культурами, что мир огромный, и как раз-таки казахстанцы со своей уникальной историей везде welcomed, потому что я из своих, то есть когда мы своих встречаем сразу, ой, приходи, давай, на чай. Это было очень приятно. Даже в Марокко я приезжала, и меня там нашли наши казахстанцы и говорят, пошли гулять. Вот. Марокканские казахи. Да. И мне кажется, то, что движет в первую очередь, это как раз-таки желание попробовать, успеть, потому что мир такой красивый, в мире столько возможностей. И можно, конечно, наверное, говорить, что чего-то не хватает и так далее, но, опять же, возвращаясь, не существует «не могу», есть просто «не хочу», либо еще не умею. Поделитесь секретом своего успеха. Что вас привело к таким достижениям?
Что вы делали? Каждый день, как Иманбек, после работы приходили и работали там, изучали в интернете? Или, может быть, вы просто вообще все отменили и только разработкой занимались? В чем секрет? Ну, во-первых, есть фокус, да, то есть нужно брать фокус и учиться. Когда у тебя есть энергия, и ты ее перенаправляешь в одно дело, в любом случае что-то из этого получится. И очень важно знать свои сильные стороны и слабые стороны, как раз-таки для того, чтобы то, что ты делал, приносило плоды. И если говорить про успех, то у меня еще все впереди, мне кажется. Это точно, точно. И даже сейчас у меня есть определенный распорядок дня. И, наверное, самое важное то, что у меня есть вера в сердце, и что у меня есть поддержка в том плане, что в меня верят мои близкие, в меня верят мои друзья. Вот. Угу. Да. А как выглядит, вот вы говорите, расписание, как, вот у меня день проходит, я просыпаюсь, там, быстро-быстро встаю, бегом в офис и начинаю ежедневная рутина, там, так, по расписанию, раз и вечер уже день закончился, времени ни на что не хватило. Как у вас проходит день? Какое у вас расписание? Тут зависит от дня, наверное, тоже. Ну, есть же какие-то вот стандартные... Вот стандартный день элитного, престижного, молодого разработчика, девушки мобильных приложений. Вау, ну очень круто. Она просыпается, идет завтракает, потому что без еды сложно. Сила, энергия, да. Да. После обязательно уже садится, старается сесть за свои проекты, которые важны, самые горящие таски, которые нужно решить здесь и сейчас, которые не ждут. Есть первый план, второй план задачи и третьего плана. Самые сложные задачи, самого главного нужно решить до 12 дня, потому что есть возможность там скоммуницировать с людьми, да, это достаточно удобное часовое время, чтобы созвониться с коллегами по всему миру и чтобы плюс-минус попасть в нормальное время для всех. Потом, конечно же, решить свои задачи, если какие-то есть по возможности. И если понять, что сегодня не справляюсь, то есть хотя бы возможность ее исправить позже, либо доделать. Вот. Потом второстепенные и третьестепенные задачи. Вот. Как у Маргулана Калиевича у вас распорядок дня? Он тоже до 13, по-моему, он старается решить все вопросы, а после у него уже там встречи, все остальное. Это правильно, кстати, я тоже такого придерживаюсь. У меня никогда не получается, но я стараюсь. Это супер. Еще хотел вас спросить, вот все-таки еще немного про вот молодежь. Куда бы молодежь сейчас из Казахстана не поехала, вот мы следим и видим успехи. Казахстанка в Америке, казахстанец в Великобритании, в Австралии и там в разных сферах чего-то добивается. Но при этом я заметил, что у каждого из них такой мощный патриотизм. То есть они живут в других странах, но в своих проектах добавляют там казахский язык, например, или еще что-то. У вас есть такое? Конечно. Когда я даже училась в Китае, я постоянно говорила о том, что я казашка. Я всегда этого никогда не стеснялась. И когда я стала лучшим студентом, мне было очень приятно. Вы стали приятно. лучшим студентом? Да. Во всем университете? Да. В Пекине? Да. Вот так. И мне было очень приятно, знаете, вот проходишь, там доска почета, и прямо подписано «Казахстан». Это греет душу. А когда выход идет на мировую арену, то даже люди, разработчики из Apple, они понимают, вот в Казахстане есть такие ребята, это классно. Да. Надо работать с Казахстаном, надо работать с казахами, да? Да. Вот, знаете, даже была интересная история, раз мы просто вспомнили про Марокко, я тоже вспомнила об этом. Я туда попала во время землетрясений. Тоже интересный момент такой. То есть я приехала, и начались эти землетрясения, но у меня был выбор либо лететь назад домой, либо там остаться, но как раз-таки мне хотелось заняться волонтерской деятельностью, и я решила остаться. Там же, где-то на третий день, я познакомилась с сэром Ричардом Брэнсоном. Это SEO, это предприниматель Virginia Airlines, может быть. Который в космос летал недавно. Да, вот. Я с ним познакомилась, и это было очень классно. И когда он сказал «Yes, I know about Kazakhstan», это сразу просто вызвало бурю эмоций, потому что да, он знает о Казахстане. И знаете, что интересно? Вот буквально недавно был форум, на котором мы как раз-таки выступали с нашим проектом,
во Дворце Республики, и на этот же форум он был приглашен. Он вас узнал, вспомнил? Нет, мы там не встретились, к сожалению. Но это просто о том, что о Казахстане знают, в Казахстан приезжают, и показывать на мировой арене столько талантов у нас. Это точно. Интересно, а Брэнсон, он что знает про Казахстан? Наверное, Димаш или Шавкат Рахмонов, или он просто знает, что есть Казахстан, или он что-то, какие-то у него есть уже познания? Мы с ним разговаривали совсем чуть-чуть, честно скажу, потому что так получилось, что я просто его увидела в кофейне, я к нему подошла, и мне кажется, я ему запомнилась как достаточно такой наглый человек, потому что его, в принципе, там немного узнавали людей, но я подумала, один раз в жизни такая есть возможность. Еще будет шанс подойти и познакомиться. Вот. И когда мы с ним разговаривали, да, он знал о стране, он знал о том, что это большая страна, он знал примерно географически, где это находится, потому что он сразу прикинул, сколько часов я летела и так далее. То есть было видно, что человек ознакомлен хорошо. Ну, конкретные вещи не называл. Казахстанский шоколад, там, нет. Шабалак, Кумэс, Шубат. Он назвал нашего президента. Ну все, да. Тогда молодец, уже нормально. Да. Но я думаю, что когда вот он приезжал на форум, я думаю, что ему удалось попробовать и бешбармак, и почувствовать в себе казахское гостеприимство. Да. Ну там уже, да, сами на форуме, скорее всего, там, так как мы были разного уровня спикерами, конечно, не получилось там встретиться. Да, ну у вас еще все впереди, я уверен. Хочу еще попросить вас, вот несмотря на то, что вы очень молоды, вам сейчас всего 22 года, главные успехи, конечно же, у вас еще впереди, но уже довольно многого вы добились. Поэтому хотелось бы, чтобы вы тоже молодежи, вот таким как мне, в 21-22, подсказали, где искать себя, как найти то дело жизни, которым нужно заниматься. Это обращение ко всем казахстанцам. Я хотела в первую очередь сказать, что я вас верю, потому что на самом деле каждый человек талантливый, каждый человек уникальный. Все, что осталось, это попробовать. Именно момент в тот, когда вы разрешаете себе, не потому что кто-то сказал, или потому что кто-то как-то подумает о вас, а просто когда вы себе разрешите попробовать, увидится весь мир, и он раскроется, и будет столько возможностей. И это просто как волна унесет. И каждый раз будут открываться двери все легче и легче. Классно. Хочется вернуться в прошлое и вот этот фрагмент тому Ивану показать. Эй, Иван, очнись. Да, это супер. Еще знаете, что я о чем подумал? Многие люди, которые работают в технических сферах, мы часто приглашаем гостей, многие люди творческие, они всегда чем-то вдохновляются. Что вас вдохновляет? Может быть, какая-то музыка, может быть, не знаю, может, какой-то сериал или что-то? В этом плане я всегда очень веселю всех своих родных и близких. Но вот даже сейчас дождь пошел, кто-то может, наверное, огорчиться, но я так люблю это. Мне нравится абсолютно все. Я такой человек, который из всего получаю удовольствие. То есть дождь классно, прохлада, жара все равно тоже классно. Вот вы молодец, да? То есть вы везде стараетесь искать позитив? Да, потому что, мне кажется, негатива уже и так-то очень много. И если каждый раз видеть позитивное, то ты будешь его замечать вообще во всем. В любом случае, когда ты мыслишь позитивно, ты, соответственно, притягиваешь тоже что-то хорошее. Да. Это интересно. Какие у вас есть мечты? О чем может мечтать человек, который знает свое дело, у которого есть любимое занятие, кто в жизни всегда ищет и находит позитив? Какая мечта у вас? У меня очень много целей и есть мечта. Вот до, наверное, этого момента я очень хотела поехать в Силиконовую долину и как раз-таки прославлять там уже Казахстан, прославлять там свое дело. И вот буквально недавно я получила уже приглашение, то есть вот одна мечта уже сбылась, по сути. И теперь я понимаю, что объем, масштабы, они с каждым днем увеличиваются, в особенности сейчас, век цифровизации, когда абсолютно все возможно, нету ничего невозможного, все грани были просто стерты. Наверное, самая большая мечта, я
хочу, чтобы она сбылась, чтобы у каждого человека было свое дело, как раз-таки, от которого они получают удовольствие. Вот даже если обратить внимание на такие страны, как Сингапур, в них очень поддерживается развитие людей, у нас тоже очень хорошо поддерживается. Но я иногда не вижу, как сказать, иногда кто-то хочет влезть в чужую жизнь, вот, это не совсем то, что я приветствую. Мне кажется, что каждый сам знает, что он хочет делать. И если поверить в этого человека, сказать, да, у тебя все получится, он будет развиваться. И вот моя мечта, чтобы у каждого было свое дело, потому что таким образом создается позитивное и, я бы сказала, чистое общество, как раз-таки, в котором есть место и пространство для создания. Это супер. Вы сейчас такую тему меня натолкнули, очень интересно, потому что вот мы, наше поколение, мы верим, что будущее поколение, оно будет умнее и лучше нас. И, например, мы же сделали очень много ошибок. Например, вот сейчас у нас экология из-за этого страдает, и тоже много есть конфликтов на планете. Как вы видите Землю через... Тем более вы еще поездили же по разным странам, вы, наверное, представляете, что на самом деле Земля — это просто одна планета. Это не много разных стран, это одна планета. Как вы видите будущее нашей цивилизации через 10-15 лет? Я сейчас уже вижу к тому, что более такие, скажем так, работы, которые не нуждаются, скажем так, идет век автоматизации. То есть многие процессы, они уже могут быть автоматизированы. Искусственный интеллект, роботы. Да. Не знаю, 10-15 лет, конечно, я не гадалка, чтобы прям так сказать, но я вижу то, что сейчас, благодаря искусственному интеллекту, повышается значимость эмоционального интеллекта и вообще умение мыслить людей. Потому что пока, сколько бы не пытались разработчики это сделать, и, в принципе, у меня, как у разработчика, тоже часто спрашивают, когда меня уже заменит искусственный интеллект, точно не в ближайшее время, потому что умение критически мыслить и эмоциональный интеллект — это незаменимая вещь. И я вижу, как мир меняется в сторону того, что мы начинаем по-настоящему ценить и оценивать ту работу, которая как раз-таки идет от человечности. Которая сделана человеком. Да. А может быть такое в будущем, не знаю, может, наверное, глупый вопрос, но может быть такое, когда точнее такое будет, что у нас будет чип, да, который дает быстрый доступ в интернет и мгновенное потребление информации. Это же проблема, да, то, что через телефон ты долго ищешь, долго печатаешь, а если у тебя чип, ты только задумался, хоп, все, я знаю джиу-джитсу, как матрица. Я бы сама хотела этот чип, очень круто звучит. Но мне кажется, в принципе, мозг — это тот орган, который не до конца хорошо изучен. Я думаю, что будет в какой-то момент чип, который как-то влияет на тело, именно на тело физическое и его действия. Но вот про мозг было бы круто. Вот вы сейчас сказали, я сама этим вдохновилась. Вот Илон Маск уже делал такой чип, он сейчас его тестирует. И как раз он собирается сделать так, чтобы вот это вот бутылочное горлышко, которое не дает возможности человеку быстрее потреблять информацию. Вот все, ждем от вас тогда мобильное приложение, которое по отпечатку пальца будет тебе программировать любую рабочую специальность, например. Такое может быть? Было бы круто. Было бы круто, да. Какое можете дать пожелание и напутствие в завершении нашей передачи нашим зрителям, вот, которые посмотрят на вас, может быть, вдохновятся, может быть, захотят стать программистом, разработчиком, может быть, вообще в другой сфере захотят себя попробовать. Какие-нибудь мотивации можете дать? Я буду здесь коротка. Не бойтесь, делайте, все получится. Только вперед, да? Алга, Казахстан. Алга, Казахстан.